Так, ребята, доброго всем утра. Сегодня 26 мая. Это продолжение. Значит, вот я вчера привез 4 ловушки. 3 из которых оказались пчелами, одна у нас оказалась без пчел. Вот, хотя все признаки того, что там вроде как рой зашел, были. Ну, вот так иногда случается. Вот, я уже так по-быстрому забирал их. В общем, не стал там сильно разглядывать, но приехал, посмотрел, в общем, она пустая. Поэтому поедет назад на свое место. Вот, а сейчас, ребят, хочу просто показать, как я пересаживаю пчел. Значит, вот у нас 2 ловушки стоят. Ловушки развернуты сейчас в разные стороны литками. Вот, это специально сделано, чтобы пчелы потом впоследствии не переползли друг к дружке. Вот, и, значит, хочу показать, вот такой корпус у меня есть, у меня их много, двойные корпуса, сюда помещается по 5 рамок в каждый отсек. Вот, и, в общем, я обычно вот в них и пересаживаю раи. Вот, вообще, по идее, я должен был показать, как я пересаживаю в те улья, которые мы с вами делали. Это что касается рубрики «Пасека с нуля». Но так получилось, что у меня на таможне зависла вощина нужного мне размера. В общем, другой вощины у меня нет. Переделывать рамки под меньший размер я не хочу. Вот, и поэтому сейчас я буду пользоваться теми рамками, какие у меня остались. Вот, ну а придет уже вощина, то мы уже будем делать обзоры на вот те улья и пересаживать в те улья, которые мы делали специально для этого проекта. Вот, ну пока так вот. Значит, смотрите, ребята, сейчас у нас облетываются пчелы. Вот, ну, в принципе, ничего мне не мешает их пересадить. Вот, это только вот утро следующего дня. Они только-только начинают летать. Вот, и осваиваться. Что еще хотел сказать, ребята? Значит, вот этот вот улик, ну, уже, наверное, многие видели, там, из прошлых сезонов я все это показывал. Вот, чем он удобный? Мало того, что сюда, как бы, помещается, ну, сразу 2 семейки можно заселить. Ну и впоследствии эти семейки будут работать на общий магазин, ребята. Так, ну и давайте на ваших глазах, вот вскрываю, ребята, первый раз вскрываю этот рой. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут имеется. Ух ты. Ну смотрите, они вот практически, сколько здесь у нас, 6 рамок. Ну и вот они 6 рамок уже даже там отстроили. То есть, в принципе, хороший такой полноценный рой. Вот. Кто помнит, мы там ставили даже не совсем рамки. А, не отстроили, ребят, все нормально. Вот. Дело в том, что у нас же как бы пасека с нуля, это для новичков. Поэтому, если вы помните, я принципиально ставил сюда еще не полные вощины, а обрезанные вощины. Вот, ну вот я сейчас смотрю, что они их только-только начинают осваивать. Это очень хорошо, ребята, потому что, в принципе, они не должны попадать у нас уже в ульи. Вот. Поэтому нам лучше их оставить в ловушке, и мы зарядим ими второй раз, когда будем выставлять ловушку, то там же вот эти рамки будут стоять. Так, ну и давайте будем вытягивать рамочки и проверять. Так, сейчас я, наверное, штатив притащу, ребята, потому что все-таки одной рукой неудобно работать. Так, ну что, ребята, теперь мы начнем, собственно, смотреть, что у нас здесь получилось. Достаем крайнюю рамку, и вот мы видим, что пчелы уже активно ее застраивают. Многие считают, что раи сразу начинают строить трутневую ячейку. Ничего подобного, ребята, вот посмотрите. То есть видно, здесь пчелиная ячейка. Там не всегда так бывает, конечно, но в большинстве своем они все-таки отстраивают именно пчелиную ячейку, ребят. Вот. Я уже сказал, что эти рамки у нас пойдут повторно вместе с ловушкой, опять я буду их выставлять. Вот, но для новичков, ребята, это у меня есть вощина, а у тех, кто только-только начинает, может и не оказаться вощиной. Поэтому вот этот вариант вполне рабочий. Вы можете ставить прямо эту рамку, пчелы ее отстроят, и вы будете какое-то время ей пользоваться. Она не будет настолько качественно выглядеть, как
нормальная вощина. Но тем не менее она будет функциональна, и вы можете нормально с ней как бы работать. Вот, но на момент я ее буду ставить назад и использовать вторично в ловушке, ребят. Значит, сейчас я просто стряхиваю пчелу. Вот, у нас на этой рамке, скорее всего, что матки нет. Я уже быстро глянул, матки там не было. Ну, я просто говорю для новичков, потому что крайняя рамка, она обычно кормовая, и пчела обычная на ней сидит, а вот матка где-то будет ближе к середине. Вот, хорошо, вставляем пока эту рамку. Давайте дальше посмотрим. Да, ну вот здесь уже начинаются чудеса, ребята. Здесь уже они начали отстраивать. Вот это как раз и есть недостатки использования некачественной вощины. Ну, то есть я имею в виду вот этих полосочек. Поэтому у нас получилось, что часть полосочки приросла там в другой рамке. Проверяем здесь на наличие матки, ребята. Матки я не вижу здесь. Стряхиваем и выбираем. Так, вот тут мы уже как раз увидим эти проблемы. То есть обычно, смотрите, ребята, я ставлю несколько нормальных вощин и несколько, вот видите, что получилось? Получилось, что от предыдущей рамки вощина отлипла и сюда прилипла. И вот таким вот образом у нас получилось здесь такое вот наслоение. Ну ничего страшного. Значит, проверяем, ребята. Опять же, где матка. То есть эта рамка у нас уже пойдет в гнездо. Здесь мы видим, что у нас мед. Видите, сверху они уже занесли свежего меда, уже его запечатали. Ребята, я просто повторюсь, этого всего же не было. Это была пустая вощина. Вот. И, собственно, вот желтая, это уже пыльца. Они поработали хорошо. Вот, ставим эту рамочку сюда. И переходим к следующей. Вот на этой рамке, ребят, нам уже предстоит искать матку. Это у нас центральная рамка. Она у нас самая освоенная. И вот тут больше всего вероятность ее встретить. Вот, но знаете, что я вам хочу сказать, ребят? Я не вижу ни засева, ни яиц, ничего нет. Так что вполне возможно, что матка у нас была неплодная. И мы сейчас проверим это все. С этой стороны. А не, ребята, есть засев, есть яйца. Сейчас увидим яйца. Так что все в порядке с маткой. Саму матку я еще пока не видел. Так, хорошо. Так, а видите, здесь даже они уже успели оттянуть язык. Здесь хороший засев. Здесь четко видно яйца. Вся центральная часть у нас засеяна. Смотрите, сколько меда они уже натаскали, ребят. Так, ну и что у нас? Наша задача сейчас обнаружить матку. Этот язычок я буду убирать. Он нам не нужен. Он нам будет мешать. Знаете, ребята, что я сейчас заметил? Заметил я одну вещь. У нас эта рамка, как раз рамка Фарара. То есть вот эта маленькая рамка, какая мне нужна была для заселения наших тех корпусов, которые мы делали с вами. Ну ладно.
Еще один такой момент, ребята, вот сколько я уже ловлю этих раев, мне ни разу не попалась меченая матка. Вот не знаю почему. Просто люди сильно не заморачиваются с этим. Но, в общем, не было у меня меченых маток никогда. Так, у нас там еще одна рамка осталась. Так, вы знаете, у нас только одна такая рамка, я что-то перепутал. Одна рамка у нас Фарара, остальные у нас рутовские. Таким образом она попала в ловушку. Наверное, я очень спешил. Ладно, пока оставим как есть, не будем трогать пока этот язык. У нас, в принципе, нормально помещается рамочка. Посмотрим сейчас на вот этой крайней рамке, что у нас тут есть. Матку я еще пока, ребята, не нашел. Так. Проверяем. Здесь тоже корма, ребята, и пыльца. Так, ребят, только что нашел, значит, матку. Она была на стенках нашей ловушки. Я ее так аккуратненько поднял оттуда и перенес. Ребят, не снял это, потому что все это быстро происходило, чтобы не потерять ее. В общем, я не успел камеру включить. Все, матка у нас уже здесь, ребята. Вот, остается нам только струсить пчелу. Вот, делается это все просто. Поднимаем корпус. Сначала с внешней стороны струшу. Теперь просто делаем вот такой вот удар и высыпаем. Ну что, там осталось 3 пчелы. Она вся найдет свой улик и зайдет в него. Так, далее, ребят, нам надо доставить. У нас здесь, смотрите, сейчас 4 рамки. Фактически у нас сюда спокойно помещается 5 рамок. Попробуем 6-ю еще впихнуть. Ну, иногда это получалось у меня, иногда нет. В зависимости от корпуса. Так, и я, ребят, специально притащил рамки с ушлью. Тут немножко метку есть. Вот, ну вот для матки, для развития надо давать вот такие рамки. Сейчас рамка сюда запрыгнет и начнет сеять. Ставлю в середину корпуса. Так, и давайте мы еще одну рамку попытаемся впихнуть. Шансы у нас есть. Давайте я, наверное, поставлю еще рамочку вощины сюда. Они развиваются. Да, все у нас получится, ребята. 6 рамок мы сюда воткнули. Все, с этой стороной мы, ребята, закончили. То есть вот таким вот образом я пересаживаю обычно раи. Вот, все, у нас здесь закрыто, закончено. Вот, теперь переходим к второй стороне и будем пересаживать пчелы из второй ловушки. Опять раскрываем. Так, давайте я здесь, наверное, без комментариев, просто по-быстрому делаю. Потому что видео у нас так сильно затянется. Если что-то будет интересное, то уже тогда расскажу, покажу.
Сейчас быстренько покажу вам рой. Ребята, вот такой вот рой. Сидит он сейчас раз, два, три. Ну, 3 рамки. Короче, занимает 4 улочки. 4 улочки, ребят. Все, теперь скрываем и пересаживаем. Так, ну и погнали опять. У нас первая рамка. Ничего тут нет, только вощина. Пчелу стряхнули. Убираем. Вторая рамка. Я сказал вощина, только полоска вощины. Вторая рамка, это чистая вощина, не освоенная. Ставим ее, пока где-то ставим, потом ее определим. Третья рамка у нас тоже просто вощина. Вот, ну уже с одной стороны она застроена. Теперь уже надо повнимательнее, ребята, потому что мы ищем матку. Но надо убедиться, что матку пересадили, что матка уже в корпусе находится. С этой стороны стану, то есть возле литка. Вот, ну здесь вот видно корма занесли, они напросто есть. Ну, скорее всего, что матки здесь не будет. Даже тут трутень какой-то бегает. Так, ну все, матки нет, я переставляю пока сюда. Вот, и смотрим следующую. Это у нас рамка была практически центральная. Это была не рамка, не вощина, а рамка с сушью. Вот на ней, скорее всего, где-то у нас матка и бегает. Ну, знаете, она залита полностью нектаром. Так что, может быть, и матки здесь нет. То есть это тоже у нас как кормовая получилась. Матки не вижу. Переставляю. И расплода я еще тоже, ребят, не видел. Ни расплода, ни яиц. Но смотрите, рой мог только-только зайти. Матка еще просто физически не успела отложить яйца. Вижу, что подготовили ей ячейки. Но яиц пока нет. Так, не видно матки пока. Ну, давайте крайнюю рамку посмотрим. Пчела, кстати, спокойная, хорошая, ребят. Не то, что мои сторожевые пчелы. Так, ребята, это у нас была просто вот полосочка вощины. Ну, видите, уже практически в рамку они выстроили. В размер рамки вот хвост потянули. Упс. Так, ребята, вот тоже важный момент. Когда вы работаете обычно, в смысле, работаете над каким-то корпусом. Либо над основным корпусом, куда вы пересаживаете, либо над ловушкой. Чтобы если вот так вот, как сейчас у меня упала куча пчел, чтобы она у вас мимо улья не пролетела, потому что там в этой куче может быть матка и может потеряться таким образом. Ну, рой, ребят, неплохой, в принципе. Судя по размеру, пчелы хватает. Пчела у нас тут в раи уходит обычно самая мотивированная, самая заряженная, ну и самая, скажем так, неизрасходованная, с полным ресурсом. Так, ну надо опять смотреть на стенках, ребята. На рамках я не вижу матки. Потому что она, конечно, где-то здесь в куче прячется.
Я ее пока не увидел. Так, ну что, ребят, матку я так и не нашел. Вот, на момент. Вот, она точно где-то есть. У нас очень много пчелы осталось в корпусе. И вы видите, как сделал, ребята. Я поставил корпус таким образом, чтобы у нас литки вот рядышком стояли. И пчела начала заходить вот уже в новый улик. Вот, так что даже если матка где-то здесь в корпусе, она либо зайдет туда, либо мы потом, когда пчелы поменьше станет, мы ее найдем и туда уже подселим. Вот, ну пока вот такая ситуация, ребята. Ну, кстати, обратите внимание, вот видите, это наша приманка. Так вот они, посмотрите, как пчелы прям бесятся на этой приманке. Вот, помните, да, это просто расплавленные пожженные соты, старые. Ну вот, видите, как себя ведет пчела на ней. Так, ну что, ребят, пересадил я 3 роя. 2 роя у нас сидит здесь. Ну и один вот здесь, шестирамочники. Это у нас 12-рамочник, это 6-рамочник. Вот, что сказать по маткам. Значит, нашел я только одну матку вот в этой вот зеленой секции здесь вот. Была матка, остальные тоже они где-то есть, я их просто найти не мог. Вот, ну, в принципе, сейчас нет особой нужды их искать. Вот, две вот этих вот, два как раз вот этих отделения, где я маток не нашел, засева нет, то есть видно, что рой только-только зашел, матка еще не откормленная, матка еще не сеет. Вот, но там через пару-тройку дней она уже начнет сеять. Так что там чуть попозже. Тоже нет нужды туда лазить постоянно. Ну, чуть попозже я залезу, посмотрю уже. Может быть, их надо будет уже скоро и расширять. То есть еще недельки-две, и уже будем смотреть, что делать с ними. Вот. Ну, как-то так, ребята. В общем, немножко такое видео затянутое, скомканное. Ну, извините, как получилось. Все, всего хорошего всем. Удачных раев вам больших. Вот, мира и добра. Все, всем пока, ребят. Да, ребята, еще забыл сказать, что где-то дня через 3 я обработаю всех пчел, все эти раи обработаю кислотой щавелевой. Вот, через испаритель. Вот, ну, в общем, я не знаю, если получится, я засниму это все дело. Не получится, просто знайте, что все свои раи, когда я их ловлю, я их где-то на 3-й день, ну, там, в принципе, зависит от расплода. Если расплод уже хороший, такой, что уже скоро его будут запечатывать, то, может быть, даже в тот же день и обрабатываю. Вот, смысл в чем? Смысл в том, чтобы у нас клещ не спрятался вместе с личинкой запечатанной. Вот, надо обработать до этого момента. Вот, так что в данном случае у нас тут только есть вот яйца, наличие яиц вот в зеленом отделении двойного улика. Вот, и, собственно, пока они еще станут куколками, время есть. Так что дня 3-4 я им дам, и после этого обработаю. Может, как раз и посмотрю засев вот в этих двух оставшихся семейках. Все, теперь точно все, пока.